Всем привет! Мы продолжаем проходить Gears of War третью часть. Я думаю, это будет стрим финальный по этой трилогии. То есть сегодня мы закончим ее, потому что игра довольно-таки непродолжительная. Остался еще один акт и вот этот закончить. Нам по заданию нужно собрать топливо для подводной лодки. Поэтому поехали. Продолжить. Патронов у меня полно, так что поехали. Нам сюда. Пока тишина, никто не нападает. Ну-ка, мне гранаты нужны? Да, нет. Как хотите. Давай-ка мы, наверное, вот на это оружие переключимся. Лансер мы оставим на потом. Вон они ходят, товарищи. Все, я понял. Ну, что, ладно. Там кто меня вырубил сразу же? Анька там первая полетела. Понятно, кто меня вырубил. Вон там пулеметчик стоит. Аккуратно. Аккуратно себя ведем. Может поверху подняться? Ну-ка давай так. Тихо. В чем дело? Понятно. Сорян, технические неполадки у меня, батарейки на геймпаде сели. Ну вот, это спасибо у нас компании Microsoft, которая до сих пор делает геймпады на батарейках. Слава богу, то, что я рядышком положил новый. Угу. Ну и все. Так, давай. Отцепляйся. Отцепляйся от укрытий. Я вот прям хочу оттуда зайти. Нормально. Бабенция у нас молодец. Правда, она со снайперкой туда полезла. Это вот вообще как бы не в ее стиле немножко. Все, спокойной ночи. Ну, там еще парочка осталась. Вон. А может даже один. Нет. Тут еще жуки полезли. Да вали. Одного забросила на этот, на перила. С этого ржавого корыта ничего полезного не снять. Куда идем дальше? Выйдем наружу и найдем доки. Доки доками. Давай патроны пособираем. Огонь, микрофон. Ну вот я тоже так думаю. И главное, что почти не требовалось каких-то, знаешь, сторонних программ, куча плагинов ставить и так далее. Можно даже, знаешь, этот ASMR мутить. Так что давай как-нибудь замутим, я пенкой вас позабавлю. Вы поспите. Что там еще? Пену мажут, да? Еще какую-нибудь херню. Так, и вот здесь у нас еще что? Ну это все херня, неподходящая. Нам туда. Погнали. Тут есть как бы такая функция, как раз, чтобы она переключала с кардиоидного на этот, на другой режим. И там прям можно, знаешь, это правое ухо, левое ухо, вот такая херня страдать. Чисто. Тот, кто на стриме не уснул, можно вырубить только с помощью АСМР. Но вообще у меня задача как стримера, что все люди на планете Земля выспались. Это прям задача номер один. Бля, вот там вот урод опасный. Стоять, Зорька. Сейчас мы его прям на буренке замочим.
Для живучий какой. Нихуя он прыгает даже по этим. Ебать, его подкинуло. Вот дурной. Да давай ты уже. Там еще один лезет. Сейчас у меня патроны кончатся. И мы на лансов перейдем. Сдохнешь, нет? Там кто-то еще домовуху кинул. Чувак, ты, по-моему... Этот стоит, по-моему, не в ту сторону воюет. Клинический идиот. Подожди. Как раз 10 патронов на ползающего у нас уйдет. Так, ну и все. Последний. Последний из магикан. Ты еще живой. Все? Нет, он еще ползает. Бля, патронов-то нормально не подобрать. Не дают. Народу много. Игру чуть тише. А конкретно что, эффекты? Ну, в смысле, громкость эффектов или музыка? Давай эффектов. Ну, вот давай на двоечку. Или вот так. Давай на единичку попробуем. Эффект. Ну вот, я на единичку убрал. У меня-то потому что... Да, бля. У меня потому что... В наушниках-то вообще по-другому звучит. Я вот стреляю, меня аж чуть ли не глушит, знаешь. Если какой-нибудь вертолет прилетает, то вообще такое ощущение, то, что он мне сейчас на плечо сядет. Там какая-то гнида со снайперки мочит. Мочит и мочит. Стоять. А у меня уже полная коробочка патронов. Когда успел. Так, ну ладно. Давай. Надо по резкому до туда добраться как-то. И... Так-то снайпера умеют и в голову мочить. А музыка и так уже на единице, по-моему. А нет. Нормально, не тихо. Решили, блядь, когда игру настраивать уже под конец. Ну ничего, есть еще 4-я часть. Я ее все-таки купил. Я ее купил, причем вообще, ну, она же только у нас в Microsoft Store продается. Я ее купил, короче, через Плати.ру, по-моему. 130 гигов эта падла весит. Почему так много, я до сих пор не понимаю. Я еще задолбался искать вообще эту библиотеку в Microsoft Store. Чтобы просто хотя бы ее на скачку поставить. Я думал, уже у меня просто деньги списали, знаешь, а товар куда-то делся. Ну, то есть, как код активирован, но я типа не зашел в аккаунт. Вот. Я думал, все, хана, пятихатка улетела. Мистеру этому. Что у нас там в Microsoft? Музыка на двойку. Ну все, скорректировал прям по полной программе. Ну, спасибо. Эта музыка, по-моему, что на двойку, что на тройку одинаково. Блин, там какой-то светлячок стоит. Походу он же подерный, чувак. Подожди, а мы можем как-то по флангу обойти их? Чик. Да, он еще ползает. Вылезай. Блять, еще подошли. Как я ему в бубен-то зарядил.
Он же у нас за пулемет не собирается становиться? Вроде нет. А вот как до них добраться-то можно. Да, зашибись, они взяли контейнером, перекрыли все. Вот там вот есть пару рычагов каких-то. Неплохо ему в бубен зарядил. Там есть каких-то пару рычагов, но, по-моему, они контейнеры вот эти вот двигают. Да, плохо, надо ныкаться. А то я сейчас это... озябну. Тихо, тихо, тихо. Блять, он простреливает меня тут. Что-то они бесконечные, эти ублюдки. О, блядки, мать-то. Надо снайпера добить. Он к своим припоздает, они его поднимут просто. Неплохо, прям в жбан ему попал. Что прикольно, то что 4-я часть, она уже управляется с геймпадом, ой, этим, клавомышки. Там мы, блядь, наверное, уже вдоволь настреляемся. Все-таки в шутер тяжеловато на геймпаде играть. Хотя тоже, смотря какой шутер. У поста управления еще саранча. Давай, нужно перенести это горючее, используя чего-то. Подождите, вы давайте сначала отобьемся, а потом будем горючку таскать. Блять, тот слепуху кинул. Они мне укрытие разбили. Че он залип? Какой-то новый чувак, они почему-то белые замирают. Может, они солевые? Так, один отъехал. Это уже рубит вовсю. Смотри, куда целится. Используем кран, перенесем горючее на контейнер. Ну, подожди. Давай патроны соберем. А то у меня что-то как-то вообще не густо. Соточка осталась. Так можно и без боеприпасов остаться. Тут никак не подняться. Только народу положил, и че, ни одной винтовки нету. Вы серьезно? Блять, гранаты, снайперка. Я не знаю, может быть, автоматически наши еще собирают. Да нет, они тут и не бегали даже. Ладно. Ну, дробаш я точно брать не буду. Пошли они в очко с ним. По-любому сейчас как-то, да, вот хотя бы так патронов дадут. Чик. Не густо, конечно, но пойдет. У них подкрепление. Бля, вот там вот опасный челик. Сейчас на него патронов много уйдет. Да, дали патронов один контейнер, а народу напихивают, как будто у меня тут целый склад боезапасов. Сейчас он на него весь полтос улетит. А давай-ка... Блядь, он уже турель занял. Ну, хотя бы так. Чик. -1. Сколько мне тут ебасос прилетает. Так, погодите, вон турель освободилась. От винта. Тра-та-та. Главное не перегреть пушечку. А у них-то турели нету. Блять, что тут все трясется? Понятно. Все, я отъехал. Джейс, давай спасай. Меня там кто-то другой уже спас. А, это Анька. Спасибо, Анька.
Куда побежал? Они тут вдвоем друг другу мешают, стоят. Блядь, Анька, поднимай. Понятно, они там за кем охотятся. Они прям в тыл к нам зашли. О, и патроны кончились. Там Джейс вырубили. Я ни хера не вижу. Чё там, кто есть? Анька, Джейс. Ну, хоть телочка моя подняла меня. Надо потом ее будет дрюкнуть после боя. Задача номер 1. Так, и еще ползут. Вот ты куда лезешь, а? Ну все, только клоун он... А, его тоже убили. Последний остался. Вот, ну, гранату взял, перекинул. Бля, жирные какие уроды-то прут, а? И у них у всех арбалеты. Арбалеты, ну нахер нам не надо. О, хоть что-то. И вон там внизу еще есть один. А то и 2. Чик. 3 даже. Слава яйца. Хоть у Лансера боезапас пополним. А вот эта пушечка пустая. Ну ладно, Лансер так Лансер. Не густо. Так, что там надо сделать? Возвращайтесь на подводную лодку. Все, мы уже топливо типа перенесли. Кранбалка, вот. И она пустая. Там патронов точно нет. По идее, мы сейчас подлодку должны запустить и уплыть на ней. И типа все, конец главы и уже 5-я финальная. Сэм, ты в порядке? Нет, и ты тоже нет. Вот так. Тютелька в тютельку. Мы пойдем до конца, верно? Ради него. Ради бати, да? Ну, Ванька, естественно, хочет тесть это уважить. Ну, до Азуры доплыть хватит. Сопроводите подлодку до заполненного водой дока. О, и потрошечки. Чик. Так, похоже, система блоков в ангаре проходит через док. Дизи, управляешь дверями ангара, мы позаботимся о несогласных. Серьезно настроен, старик. О, что, уже бьемся? До свидули. Стоит деловой тут, постреливает. Мы должны... А, ну понятно. Мы должны контейнер этот прям сопроводить, чтобы ему не мешали проехать. Надеюсь, он не на время миссия. Ну, типа, знаешь, этот... Настреляют сейчас в подлодку. Так, подходим ко второй двери. Подлодку нам нашмаляет. Она взорвется чуть-чуть. Так, посмотрим, что за дверью номером 2. Сдается мне с деньгами и призами. Блять, я не успел. Давай, Дис, открывай ворота.
Ну, понятно. Тут еще и потом третья дверь будет. За каждый по сюрпризу. Давай, ну, короче, понятно. Там его Джейс дорубит. А мы давай вот так. Чик. Мелочь пошибаем. Все вроде. Так, Дис, похоже, это последние двери. Готовься провести подлодку. Вот нам саранча сейчас устроит пышные проводы. Может быть. Так, вы меня-то подождите. То удрали туда все. Надо же все пособирать. Посмотреть. Патроны вон валяются. А давай их прям тут, да, мочить. Я бы, конечно, за пулемет бы встал, если он есть. Нет, таковых не имеет. Будем так разматывать, патронов нам хватит. Как раз тут даже поудобнее будет, чем если бы я на мосту стоял. Тут прям всех видать. Куда бы они ни спрятались. Они тут очень хорошо все простреливаются. Бля, и этот еще. И мелочи всякой поналетело. 23 патрона. Так, давай сначала мелочь. Они больно вредные. Анька, поднимай. Давай, я за патронами. Тик. Еще два, да, по-моему, летает? А, нет. Один только этот остался и все. А, ну и там мелкий один. Делов. Я думаю, может гранату под него кинуть. Да не, он бегает туда-сюда. Будет неудобно. Так, наездника там ископытили, а эту падлу еще нет. О, а то я думаю, что-то она не взрывается. Вот прикольно то, что они вроде как прячутся за ящиками. Ты берешь ящик, разбиваешь. И все, ему ныкаться даже негде. Все, да? Что это такое? А, это патроны. Ладно, все, бежим. Все, что надо, в принципе-то я нашел. А че, куда? Где выход-то? Получается, вот здесь, только вниз, да? О. По-любому сейчас еще одна засада будет вот прямо возле этих ворот. Да, он как раз куча патронов валяется. Сейчас нам будут чуть-чуть мандрючить. Ага, это первый охранник королевы. О, черт, кто тут улучшился? Уничтожьте бронированного Кантуса. Он как ежик, он как Соник, да? Катается. Бля, бронированный, походу, реально. Да херня, сейчас просто еще один бежит. Вы серьезно? Чтобы ослабить бронированного Кантуса, необходимо использовать тяжелое оружие. А где бы его взять только? Ворота-то закрыты тяжелым оружием. Слушай, а давай его там поищем. Либо гранатами закидывать их, как вариант.
Там вот что-то еще валяется. Вот там какое-то оружие есть. Опа, иди-ка сюда. Да, ты еще, блин. Если бы они не бегали, Анька, поднимай. Блин, и Анька улетела. Анька, поднимай быстрее. Так, нужно, чтобы он стоял хотя бы чуть-чуть на месте. Вот так. Стой. Сейчас я на вас фотоохоту проводить буду. Бля, я своего немножко подбил. Ладно, он, думаю, я не обиделся. Все? Бронированный Кантус. Понимать. Вы что, их там солите, что ли? А почему патроны не поднял? Плохо дело. Блин. Я не знаю, давай с винтовки мочить. Ну а что делать? Это просто, наверное, побольше времени займет. Как-то же мы его ослабили, правильно? Эти все с винтовками тут бегают. Жука можно убить. И вот этого добить еще. Я его в заложники взял. Всем не двигаться. Живой щит. Но зато в меня он не попадает. Да, ему покер вообще на мои патроны пистолетные. Все, убили, короче говоря. Щит мой живой. Давай за патронами. Это раз. Потом что? Гранатами его будем как-то мочить. Бум. О, и двоих сразу скопытило. Ну, в смысле, вот это вот еще каракатицу чуть-чуть мы покоцали. Давай, давай, давай. Все, до свидания. Еще будут? Блять, еще один этот бронированный Кантус. У вас что сегодня? Анал-карнавал какой-то? Он там в меня целится. Ну что, накачать, чуть не сдох. Херня, наши поднимут. Так, Кантус. Ну, примерно вот так. Не докинул. Ну, давай, 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 давай. А, он остановится где-нибудь. Вот так. Только взял, отбежал. Что-то он орет так подозрительно. Я хер его знает, чем его еще ослаблять. Кроме как гранатами. Увидь. Давай-ка мы каракатицу вот эту постреляем. Что-то она какая-то задолбавшая меня. Чик. Кантус-то как бы хрен с ним. Он все равно туда-сюда бегает. Вот эта каракатица нам явно жить мешает в первую очередь. Ну-ка, ну-ка, взрывайся. Да сдохнет. Каракатица, кстати, тоже бронированная. Сколько в нее? Сотков патронов вылетает запросто. Все, она сдохла? Сдохла. Давай-ка мы лансер. Ну все, тут уже, я не знаю, мы Кантуса этого прижали конкретно. Он вон возле стены. Все, он сам подох. Он, видимо, умер от старости. Чего там? Я уже пропустил этот диалог. Используйте вентиль, чтобы заполнить док водой. Сначала патроны. Гранат не осталось, это плохо. Может быть, его можно было ослаблять с помощью дробовика. Но прям в упор надо было подбегать и стрелять ему куда-нибудь в башню. Винтовки их не берут. Блин, я не знаю. У меня только 2 гранаты, если что.
Слава богу, что они не сносят, как сбитый Боинг просто. Ну, типа, 2 раза выстрелил, знаешь, как снайпер. В голову, и ты покойник. Без права на подъем. Бегают там, что-то постреливаются своими этими. УЗИ. Аня вызывает Кола, прием. Это Кол. Кол, это Аня. Мы запустили подлодку. Подлодку? Ага, любимая игрушка Берда. Но ты бы видела, что мы тут нашли, крошка. Кол, не сейчас. Аня, ты что-то не весела. Неприятности? Мы направляемся в сторону Азуры. Встретимся с вами около Мелстрома. Возможно, вам придется подождать. О да, мы будем там и подкрепление приведем. Будь осторожен, Кол. Конец связи. Не волнуйся, Аня. Я им сам скажу. Нет, не надо. Я сделаю. Я им сам скажу. Хотя женщина подошла. Ну, видимо, трудности перевода. Любимая игрушка Берда. Могила в пучине. Ну, это последняя глава. Южный океан серы. О, слушай, прикольно, если мы сейчас с этих пушек будем мочить. Не, наверное, клевые. Я пока стрелять не могу, но прикольно. Ого, как же эта штука называется? Кто-нибудь знает? Никаких идей, но должно быть красиво, конечно, но хватит с меня уже городов-призраков. Ладно, мы недалеко от Азуры, так что скоро сможем нанести удар по Мелстрому. Все по местам. Дис, доставь нас без происшествий. Да, лучше пойду проверю орудие. Хасинта, наверное, сейчас так же выглядит. Да, и это наша война. Ну, нет смысла плакать о том, что мы не можем изменить, потому что никогда не узнаем. Так, орудия готовы, главное самих себя не задеть. Знаешь что, никогда еще из таких дротикометов не стрелял, да? Наверное, следует быть поосторожней. А, уже все, да? Надо еще мины будет постреливать. Так, обесточиваю оружие. Вроде все тихо. Незачем кипятиться. Маркус, тут много взрывчатки. Всем держать ухо востро. Было бы глупо забраться так далеко и подорваться на своих же минах. Так, а давайте я их расстреляю. У меня пушка опять не работает. Видимо, чтобы я не навредил, меня отключили. Эй, посмотри-ка сюда. Так, ну и чё? Ящерка какая-то плавает. Похоже, у нас гости. Да, он с друзьями пришел. Вижу их. Мы сейчас будем их мочить. Ого, да это опасная штуковина. Уничтожь их. А вы раньше не могли мне пушку включить, чтобы я их на подходе еще мочил? Ну серьезно. Последний момент. Сынок, все будет не так уж и важно, если эти твари проделают у нас дыру. Ну да. Сейчас мы, походу, проделают как раз. Прямо по курсу. Они же могут вообще где откуда угодно вылезать.
Все чисто, не вижу их. Да, но это не значит, что они не найдут нас. Еще, да-да-да. Они лезут на свет прожекторов. Бля, так вырубайте прожекторы, чё? О. По приборам пойдем. Спасибо, Дизи, не видно ни черта. Порядок, у меня на сонаре что-то очень-очень большое. На хвосте кто-то есть? Дизи, пробоин вроде нет, мэм. Мы в порядке. Всем тихо, вы слышите? Бог ты мой, как землетрясение. Плохо дело. Дизи, Дизи, свет. Да-да. О, чуть не нарвались. Держись. А где он? Я-то держусь. Да куда же он делся? Только что тут был. Не вижу его. Но по нему стрелять бесполезно. Давай, нужно взбодрить эту штуку. Он сейчас взбодрится и нас сожрет просто. Что-то мы быстро поехали. Где он? Черт, корпус чуть не пробило. Не подпускай, я к подлодке стреляй по морде. А да где он? О, так. Пока ты к нему повернешься, морда у него уже будет у тебя где-то прямо перед глазами. О, нашмаляли в пятак прям. Отгоните. Отгоните его. Чтобы его добить, этого не хватит. Давай, не останавливайся. Так, куча мин рядом. Давай к минам, Дис. Сейчас мы устроим этому ублюдку. Ладно, но только разберитесь с минами по курсу. Все. А, быстрее, у меня пушка перегревается. А! Тихо, тихо, тихо. Упс. Я, блин, буду отстреливаться, но от субтитры не буду отвлекаться. Они там по-любому. Попробуй в те арки, туда она за нами не полезет. Ладно, понадеемся, что туда есть выход. Нужно держаться от него подальше. Попади. Попасть тебе. А, вот. Хорошо. Не про тебя, тоннельчик, козлина. Вот дерьмо, он так просто не отступится. О, поднажмем. Ты еще хочешь, сука? А? Меня... Ладно, Дизи, поехали. Тут и субтитры быстро бегут, и они друг другом перекрикиваются. Еще и стрелять надо. Нам не скрыться, Маркус. А он сзади, да? Застряла, посмотри. Ну все, Диз, мы справились. Но он уже не цель. Он достал нас, сукин сын. Так по щупальцам стреляйте. Он пробивает корпус. Понятно. Тут надо определиться, куда в него стрелять. То ли по щупальцам, то ли в рыло. Это надо, можно, по-моему, только уловить, когда ты будешь читать субтитры. Ну, тут хрен знает, либо с пушки шмалять, либо субтитры читать. Ну, на, вройло. Попасть тебе эти. Хорошо. Не про тебя, тоннельчик. Вот дерьмо. Он так просто не отступится. Второй раз стреляем. Ты еще хочешь, сука? Мне сегодня лучше было не злить. Ладно, Дизи, поехали. Не знаю, судя по второй части, по-моему, лучше стрелять ему по щупальцам. Застрял.
Так, он достал нас, этот сукин сын, за корму зацепил. Бей под щупальцем. Все, я увидел. Он не отпускает, Маркус. А теперь в рыло надо стрелять. Наверное. Причем как цель он не обозначается. Ух, вот же дрянь. На минуту мне показалось, что будет здесь лежать еще один корабль. Черт, никогда не слышишь, никогда больше я в такую хреновину не залезу. Все ясно. Эй, прямо по курсу, похоже, ребята решили вернуться. Так, убейте их, пока они не подобрались. Куда они? Похоже, их сносит течением. Я что-то слышал, вроде мотор или водопад. Маркус, течение становится сильнее, лодка не слушается руля. А я-то чем помогу? Я вообще в кабине сижу. О, это точно. Ау! Нас в воронку затягивает. Боже мой! Ну тут если только... Всем огонь по минам. Тут если только случайно ее заметишь. Не знаю, я пока не вижу. Ну и чё, где мины-то ваши? Эй! О, ладно, Маркус, похоже, выбрались. Я не знаю, я, по-моему, 2-3 мины подстрелил и все. Отлично, Дизи, спасибо. Здорово, что все позади. Да, пора уже на сушу. Понял, принял. Ну, с пушкой момент, в принципе, неплох. Стоп, вижу кое-что. Так, давай размотаем эту штуку. Все. Там еще одна есть. Она вот там прямо за этой штукой. Так, а что делать-то? Куда стрелять? Она вон там, прямо за этим... За этой каменной скалой. Сейчас вот мы обойдем только... Вот, теперь я могу ее застрелить. Уничтожьте торпеды. Торпеды, блин, такие маленькие. По ним очень неудобно стрелять. Я, наверное, ни в одну не попал. О, иди сюда. Одну подбили, даже 2. Так, по-моему, лучше не торпеды подбивать, а источник все-таки торпед-то. Что-то они как-то замутили. Где? Торпеда прям перед носом была. А кто-нибудь пушку-то эту подобьет? Блин, я ее не вижу. Еще один вон там. Вот, теперь пушку валим. Зачем торпеды-то уничтожать? Пушку мочить надо. Чтобы не стрелялось больше. Херня, у нас лодка бронирована. Все стерпит. Так, ухо востро, двигаюсь. Мы до суши-то когда-нибудь доплывем. Вот, похоже, главный вход. Нужно будет громко постучать. Идем дальше, подрывай двери. Все, она, да, уничтожена. Такая тишина гробовая. Слышно, как балки металлические скрипят. Я внимание, может быть еще линия обороны. Будьте готовы снести ее. Так, всем собраться, уклониться от торпед, мне здесь будет негде. Логично. Уничтожьте торпеды. Да, твою мать. Эти торпеды видишь только по этим, по желтым штучкам на наконечнике. Ну, они хотя бы по коридору летят. Кучно. Кучно бьют. Вот еще торпеды. Откуда шмаляет-то?
Вон это, пушки. Ну, тут их две вообще. Ну вот, теперь задание точно пушки уничтожить. Оп, и вторую. Туда же. Нормально. А что-то я не вижу, чтобы остальные стреляли. Так, вот мы и на месте, с прибытием в Азулу. Я вот знаю то, что Анька здесь сидит. Она смотрит назад. Ладно, Маркус, отец будет рад с тобой встретиться. Действительно рад. Да, если он еще жив. Долгожданная встреча с папкой. Папка. Сына. Сейчас будут обнимашки семейные. Ладно, Дизи, остынь. Что это за черт? Эти ублюдки, они убили гражданских. Хрена там крови. Так, правительство отправляло сюда людей. Как хорошо, что Прескотт нас в курсе дела ввел. Да, этих ребят стоило спасти, а кто спасет нас? Думаю, их не спасти, так? Ладно, нужно двигаться, Дизи, пока все чисто. Нужно выбраться из пещеры и осмотреться. Эта подлодка наша единственная надежда. Дизи, погружайся. Нас снова зацепили. Увидимся. Как-то тут подозрительно тихо. Защита? Да я, блин, не знаю, почему Прескотт вообще все время здесь. Аня, ты здесь ориентируешься? Где генератор Мелстрома? Наверх, это вокзал. Ладно, пошли. Ну, как же без патруля-то? Без патруля-то как? Давай шухер, да, наведем. Они тут вальяжно ходят. О! В чем дело? Мне кто-то на голову гранату примотал. Иногда тебя просто убивают, потому что, ну, просто у тебя как будто голова взрывается внезапно и все. Я не видел, чтобы там кто-то со снайперкой был. А давай вот тут встанем. Так, сюда, налево. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте, спокойной ночи. Тихо. Вылезай. Вылезай. Ой, что-то я глубоко к ним в тыл зашел. Хоть дамочка подняла. Давай в жопу его настреляем. Все, он умер. Так, теперь не торопиться. А то меня спасать будет некому. Анька там пилит вовсю. А чё вы этого пропустили? Вон тут двое вообще. Все, баста, карапузики. Лансер. Не надо мне лансер. Мы сейчас в обход, да, получается, всей этой штуки пойдем. Нам вон туда, наверх прямо. Дерьмо. Хорошо укрепились. Похоже, у личинок здесь штаб. Вражеские подкрепления. Ну, главное, чтобы они не сзади нас атаковали, а остальное похер вообще. Укрытий полно. Коробочек, ящиков. Блять, а мелочевку мне не подцепить будет. Пока они вниз не спустятся. Они прыгучие. И что там впереди? Вот эти обезьяны бесят немножко. Когда их до хрена, они просто со всех сторон сыпятся. Тихо, пулеметчик.
И там еще по прямой. Давай, наверное, мы сначала вот этих вот дожмем до конца сбоку. Вот так. Ну, меня распилили. Потому что нехрен к ним близко подходить. Херня. Сейчас замутим. Я думал, их будет больше. Блять, с самого начала. Сейчас главное сразу шухеры строить. Чтобы они не разбредались по этим. По разным углам. Так. Да, я же видел, как у него череп лопнул. Ты почему еще жив? Тут еще 1 или 2 даже. Все. Сейчас мы аккуратненько. Вот хреново, что там мелкие ползут, еще и пулеметчик сидит. Тут никого точно нету. Это будет как-то не очень, если нам будет в спину шмалять. А гранаты пригодятся. Убить. Ну тут я смотрю, челики с лансерами бегают. Так что если что, патроны будут. Пусть немного, но будут. Блин, может их тут подождать? По идее-то они все сейчас подтянутся потихоньку сюда. Вот, допустим, попробуем пулеметчика завалить. Блядь, ниже надо. Я до него не дотягиваюсь, походу. Не. Давай ближе. Еще ближе подойдем. А все, пулеметчика-то и нету. Он, походу, тоже от старости помер. Так, вы там наши-то поднимаете, все нормально? Да, Каша, они тут со всех сторон как будто. Анька, отойди. Да, ёпа мать, еще обезьяны эти. Пизда. Анька, поднимай. Анька, поднимай. А тут и Аньку трепает уже. Ну, народу тут прилично. Сукины дети. Так, а что тут у меня 2 патрона осталось? Смысл? Подох уже. Вот этот живучий. Так, и наверху, получается, 1 остался, и вроде как и все. Оказалось больше, гораздо. Ну иди сюда. А его там уже распилили, короче. Еще выше поднимаемся. Все, допилили там их просто. Ждем поезда. Сейчас поезда понапрут, стопудово. О, я же говорю. А то как так-то? Поезд приехал и пустой. Такого не может быть. Так, на 2 мы скопытили точно. Главное им дальше не давать прорываться. Еще 1.
Но он там затупил сам. Все вроде. Еще один. Еще и пулеметчик. Подожди, а мы можем его как-то обойти со стороны вагона? Потрошки. Нет, нет, мне его так не видно. Серьезно? Наши его подорвали просто. Черт, поезд тоннель загородил. Ну и куда теперь? Аня, другой путь есть? Аня Коулу, прием. Пока мы не отключим Maelstrom, рация работать не будет. Ясно, тогда пока буду оставаться на связи. Аня, а это ты? Говорит Адам Феникс. Ты меня слышишь? Батька. Профессор, да, мы слышим вас. Слава богу, Прескотт нашел вас. Вы видите камеры охраны? Ну да. Ага, вы видите нас, профессор? Аня, ох, как же ты изменилась. А где же Маркус? У него все получилось? Он такой стесняшка, знаешь, типа, я папке не покажусь пока. Папа, я здесь. Идем к тебе на помощь. Он на Хайзенберга похож из «Во все тяжкие». Стопудово батя не профессор, а химик, лаборант. Как же приятно видеть тебя снова. Дом с вами? Погоди, откуда этот шрам? Позже, отец. Где ты? Я закрыт в лаборатории в башне отеля. Нужно, чтобы вы помогли мне выбраться, и я смог дать врагу ответ. Времени мало, Маркус. Мы разберемся с личинками, папа. Держись. Нет, я имею в виду эмульсию ламбентов. У них заканчивается жизненный цикл, и они скоро трансформируются. Нужно расправиться с ними раньше, иначе они уничтожат все живое на Сирии. А как же мой жизненный цикл? Это не игрушки, Маркус, они живые существа, все станет ламбентами. И мы тоже. Это паразиты. Нужно убить их. Да, вот именно. Мира хочет, чтобы я изменил агент, чтобы он не подтвердил саранче, но это просто нет времени. Для высадки подкрепления нам нужно отключить Maelstrom. Куда идти? Там есть поезд, он оставит нас прямо в лабораторию. С этим возникнут проблемы, туннель перекрыт. Нам нужно как-то обойти его. Рядом с ним есть еще один технический тоннель. Отсюда я смогу открыть дверь. Вы сможете выбраться на пляж, оттуда уже будет видна башня. Папа, попробуй тогда открыть. Мы внутри. Проберитесь по техническому тоннелю. Маркус, ты говорил о подкреплениях. У вас там точно всего двое? Но есть еще Сэм и Джейс, мы скоро с ними соединимся. Если вас там всего 4, попробуйте отыскать погрузчик. Без него не справитесь. Здесь хорошая оборона. Что-то мне сдается. Батя у нас какой-то, мутный, подставной, что ли, я не знаю. Может быть, он потом такой: ага, а я злодей. А вы мне помогали. Будет знакомый твист. Ну, мехи тут прикольные. Такой дух. Прям как Рипли из «Чужих» второй части. Чё это он тут чемоданчики носит? Прятаться хотел? Не получится. Ну что, люди вернулись. Так. Раз он тут нес чемодан, мы сейчас вылезем. Возьмем оружие. Пока идем, мы хотя бы боезапас пополним нормально. И обратно в меха. То еще бомбы есть. Да ладно, что не надо? Не надо. Ладно. Давай обратно в меха. В меху. Весь в меху я. Весь в меху я.
Че вы, разойдитесь. Видите, батя идет. Кстати, мех же тоже точно, он же бегать умеет. Я что-то так вальяжно тут прогулочным шагом хожу. Вот это клевая пухи. Просто все рассыпается на раз. Вот давали бы сейчас этого. Как их там? Ну, которые на Соника похожи. Которых не убить обычными винтовками. Я бы их сейчас того самого. Пушки бы. Тра-та-та. Я патроны вижу. Так, давай побыстрее. Оп. По разъебисти. Отыщите другой вход в лабораторию Мелстрома. Серьезно? Ты когда бежишь, у тебя пушки перегреваются. Буря, скоро грянет буря. Кажется, они там новый штаб строят. Лучше бы им разобрать его обратно, пока Кол не появится. Папа, ты меня все еще слышишь? Да, слышу тебя, Маркус. Бумер. А где он? Я не вижу, откуда садит. Где он? Твою мать. Поднимай, Анька. Где он вообще? С какой стороны просто? Я не вижу его. Вот он, сука. Они сзади подошли как-то. Хитро. Почему я их не увидел? Здесь у меня мех-то еще не сломается. Так. И вот сюда еще. Ну, они все тут на раз-два вообще укладываются. Просто главное, чтобы меня со спины не атаковали. Но в этом, по идее, должны мои коллеги помочь. Как они, правда, тогда в самом начале к нам подобрались? Где он? Давай-ка вот так, наверное. Все, минус ривер. Ну, а остальных там допилят просто. Будет очень печально, если у меня сейчас меха отберут. Так, чтобы вернуться на мобильный режим, получите доступ к пулемету. Прицеливание и запуск ракет производится в обычном режиме. Я спуститься хочу. Да, конечно. Радиус поворота у него просто как у карусели. Хрен знает, пойдем сюда. Что-то у меня мех какой-то весь искрит. Патроны вроде мне не нужны. И тишина. И никого. Он стреляет. Минометы. Угу. Сейчас, подожди. Подожди, мы обязательно дойдем до минометов. Причем очень быстро это надо сделать, пока нас не размотали. А как? Да, в обход придется. А на меху, да? Че там, кто поднимет? Бля, и... Нет, он еще живой, кстати. У меня пол здоровья есть. По-моему, желательно под крышей как-то находиться, чтобы минометы не задевали вообще. Очень жалко такую будет машинку терять, полезно.
Вот там эти минометчики. Где-то там. Берегись, баржа. А нам еще и баржи тут не хватало точно. А где минометы? По-любому где-нибудь в низинке они торчат. Ну-ка давай сюда. Все, нет, еще сзади. Не добили. Главное, стоит на него, смотрит, а. Он там сам умер. О! Шалопонь полетела. Блин, я ничего не вижу. Меня кто-нибудь прикроет, что ли? Я же говорю, он поворачивается как карусель, очень долго и очень медленно. Черт, ничего так дверцу усилили. А погрузчик сюда не пролезет. Вот дерьмо. Папа, а есть другой вход. Здесь пройти нельзя. Сейчас, на плане вроде ничего, Маркус. Нужно посмотреть пещеры. Чертова штука прямо перед нами. Должен быть где-то вход. Ну да. Вот он, вход. Спасибо, ублюдки. В принципе, если... Профессор, возвращаемся к прежнему плану. Саранча прорвалась в железнодорожный туннель. В принципе, если на минометы не нарываться, то у этого меха довольно-таки много жизней. Правда, бегать он долго не может. Хера, тут метро гоняет. Че, давай, кто-нибудь вылезет? Надо как-то, по-моему, на опережение стрелять. На тот момент он только вылезает, чтобы у тебя пушки уже стреляли. Все ли еще кто-то остался? А, он ползает. Оба ползут. Далеко собрались? Там еще и третий, по-моему, ползет. А он умер сам, просто от старости тоже. Придется тут, походу, меха бросить. Мне через пути не перейти. Блин, надо... Да я не спрыгнул. Ладно. Это было недолго, но весело. Ага, тут у нас зарылась, но ни одна из нас. Мне это знакомо. Так, пошли, идем по шпалам. О, слушай, да мне даже, может быть, и меха не придется бросать. Если на меня метро какое-нибудь сейчас не полетит. Давай побыстрее, наверное, пробежим. То еще какой-нибудь вагончик поедет. И все. Подождите меня. Я мощный, но медленный. О, там поезд. Ты знаешь, что говорят про свет в конце тоннеля? Это чертов поезд совсем не туда поехал. Быстрее, быстрее, быстрее. Всем с путей. Я успел. Ништяк. Я меха спас. Да, меня чуть этот сапсан не сбил. Вот черт, нас заметили? Так, теперь они знают не только где мы, но и куда направляемся.
Куда мы направляемся? Вот сюда. Отыщите лабораторию. Но она же не в метро, это лаборатория, правильно? А там кто-то постреливает. Здравствуйте. Я вот хочу максимально долго меха сохранить. Блин, а может там можно как-то с другой стороны их обойти? Вот вообще ничего не видно. Давай-ка, да, мы сейчас по верху обойдем. Перегрелся. Сейчас мы тут из остальных завалим. О, иди-ка сюда. Оп, до свидули. Вот какой у меня мех живучий. Просто с копыт. Ну там этого допили. Отыщите лабораторию. Папа, мы на грузовой станции рядом с путями. Ищем способ добраться до вершины. А там, так, лифт там в конце. Ага, вижу его. Лифт. Стой, вот он. Блин, ну давай попробуем прям в наглую смехом туда залезть. Возможно, в какой-то катсцене его могут забрать, конечно. Эта хреновая лаборатория стояла здесь столько лет. Со всеми учеными, неважно, что они исчезли, мы думали, что они погибли. Да, все точно так. Что, нам не сюда? Ого. Мы тут прям вообще совсем... ребят, это не верхний этаж. Впереди может быть засада, соблюдайте осторожность. Маркус, я слежу за тобой при помощи камер наблюдения. О, вот этот, кстати, чувак очень опасный. Прям максимально. Они ваншотят вообще. Я, правда, не знаю, как в третьей части. Но во второй? Да, во второй. Они прям шотают. Так, и там еще один. С огнеметом. Зацепим. Зацепим. Все. Хрена тут Аньку раскорячила как. Как от тебя тыркнула, мать. Вон тут огнеметчик хотел с левой стороны прям резко выскочить, чтобы мы все прикурили. Но не тут-то было. Мне кажется, тут уже игра вряд ли рассчитывала то, что я буду на мехе тут кататься. Ага, ну наверх. Ну, патроны собирать не стоит, так что пойдемте. Поднимитесь по служебной лестнице. Бля, можно было бы на мехе всю игру пройти. Стой, мне даже не сюда. Ну, он жирненький, наверное, не пролезет просто. Куда-либо. И прыгать он не умеет. Что надо сделать? Поднимитесь по служебной лестнице. Ну вот и все. Вот и накатались мы на мехе, потому что надо на лестницу забираться. Очень жаль.
Ну да ладно. Слушай, это тоже не лаборатория. Похер вообще. Подумаешь, меня ракетой прилетело. А остальные просто в укрытиях сидят и не стреляют. Они жопы свои подорвали, только пока я его на землю не положил. Отлично. Помощнички сраные. Тут так же, что ли, как и во второй части будут на последней главе искусственный интеллект коллег резать. Это будет отстой. Реально же во второй части ты там все под конец сам последнюю главу проходишь. Потому что Доминик там просто в качестве мебели только. Не всех война убила. Ну тут все с лансерами. Оп. Я поэкономлю лансер. Они сейчас будут тут сыпать стопудово каждые 3 минуты. Че ты на меня-то ползешь? Дядь. Ну все, Анька, поднимай, или кто там? Ну, Сэм хоть поднимет. А Сэм куда? Давай хоть в сторону отойдем. Вот его с ракетницы запулил ему в голову, и он взорвался. Ты-то что тут? Ты откуда взялся вообще? Так, давай пополним вот эти патроны. Все. Теперь вниз, да, куда-то надо спускаться. Ну вот, интересно, сколько же лет правительство строило эту штуку. А потом хотело еще и с остальными из нас насладиться. Или поделиться. Вон уже мелочь летит. Да, лучше их на подлете, конечно. Серьезно, ты еще не взорвался? Так. Дальше пошли. Что там? Поднимайте. Бля, опять этот урод. Бессмертный. Я не знаю, сколько там человек. По-моему, пара. Так, вот. Ты чё тут забыл? Они иногда тут прячутся в самых неожиданных местах. Так, и для него у нас как раз 2 гранаты валяются. Нужно, чтобы он притормозил немножко. Падла. Вот так. Еще. Все, размотали. Надо тут побегать, пособирать патроны. Сколько? 2 гранаты. Плохо. Сейчас просто если какой-нибудь еще металлический прилетит, мы не вывезем.
Гранаты? Что это такое? Арбалет. Спасибо, не надо. Ну, как бы и все. А, это лансер и 2 арбалета валяется. Печалька. Поехали. Маркус, тебе нужно уничтожить 1, 2 и 3 генераторы, они в подвале. Ну, надеюсь, что лифты еще работают. Давай уничтожим генератор. Потом наверх надо будет ехать по-любому. С батей обниматься. Блять, уже ждут. Пили их, Анька. Пилите, сколько влезет. Тут он что-то орет еще. Так, патроны. Патроны. Чё? О, вот этот опасный. И это с огнеметом. Стоять. Подождите, подождите, не торопитесь. Фиг. Все, у меня в принципе эта пушка полная, так что мы с ней пока пойдем. Лансер пусть остается. Гранат бы еще чуток. Поможешь, пап? Нужно повернуть 3 переключателя. Они отключат генераторы на уровнях, но тебя там будет ждать саранча, Маркус. Отлично, прости, папа, нужно было спасти тебя. Боже, я пытался. Нет, Маркус, пожалуйста. Мне так нужно твое прощение. Я причинил много неприятностей, я знаю. Все кончено, папа. Дома больше нет с нами. Маркус, так жаль, что я не могу его вернуть. Я могу лишь сделать так, чтобы у вас осталось будущее. Я не подведу на этот раз, обещаю. А батя что-то в колбочке сидит. Что-то такое. Ладно, давай мы сейчас прервемся на перерыв. Сейчас я подойду. Через 3 минуты.
Паша, привет. Привет. Так, продолжаем. Так, что там надо? Нам нужно генераторы 3 штуки отключить. Он же сейчас взорвется, отвалите от него. А он их там. Все, ждем. Ща бахнет. До свидания. Как правильно инвестировать в кетчуп? Ну, типа, собирать помидоры, которые уже, в принципе, не нужны. И потом что-нибудь выдавливать с них. О, можно поиграть? Забавно. Тихо. Вот эти огнеметчики вылетают на очень близком расстоянии, и они могут шотнуть. Вообще запросто. Да это не совет, я ж прикалываюсь. А чё ты там, с чего обанкротился-то? Что случилось? Или это так? Приколу? Так, генераторную мы нашли. Пойдем, 3 выключателя, нужно найти их. Так, есть один. Оп. Спрятался. Меня чуть не поджарили. Второй генератор. Кстати, насчет помидоров. Вот у нас бывает в магазинах стоят целые ящики таких подпортившихся. Я не думаю, что у нас для кетчупа используются какие-то элитные помидоры, хотя, знаешь, на упаковке там написано. Короче, я недавно фигурку из бумаги сделал, не знаю, что с ней делать, поставил ее на полку, просто пусть пылится. Слушай, ну у меня в подростковом возрасте у меня была книжка целая, там оригами, вот, я всякие фигурки тоже делал. Вообще, как бы, я ее купил, потому что у нас в классе один чувак делал прикольный этот журавля, который крыльями шевелит. Вот, я тоже хотел научиться такого собирать. Вот, и там целая книжка, там и журавли были, и всякие летучие мыши, короче. Было много поделок. Вот. И вспомнилась такая история. У нас, когда я уже потом в училище пошел, у нас был конкурс такой, а ну-ка, парни. Мы должны были соревноваться с пацанами из заставы. Ну, то есть те, которые по контракту или по срочной службе служат на заставе. Вот. Ну, там конкурсы такие, типа поднятия гири, перетягивание каната. И потом у нас один конкурс был. Там нужно было сделать на скорость поделки из бумаги. Вот. Я знал про этот конкурс, что он там будет. И заранее наготовил куча всяких поделок, еще из цветной бумаги. Ну, а те чуваки, которые солдаты, они там просто за кулисами быстренько там самолетиков, корабликов налепили и все. А я просто целый ворох, такой пакет здоровенный, вывалил просто на стол пакет, ну, такой с ручками, полиэтиленовый. Вот, там, я не знаю, но фигурок, наверное, 30 было, короче, разных там креветки, летучие мыши, там, журавлики, цветочки, короче, всякую фигню вам понаделал, еще из бумаги из цветной. Ну, явно мы за 3 минуты там бы не смогли столько наделать, тем более там такие кропотливые, знаешь, маленькие фигурки. То есть некоторые детали, там, ну, той же самой креветки, там нужно, чтобы хвост собрать, нужно минут 20, наверное, ковыряться, всякую херню собирать. Вот. Но все равно нам засчитали это дело, хотя это было, по идее, нечестно. Вот, но нам почему-то засчитали победу в этом конкурсе, чисто вот, наверное, из-за разнообразия фигурок. Такие дела.
Найдите диспетчерскую, свяжитесь с Адамом. Окей. Что ее искать? Вон он, диспетчерская. Но я до сих пор, кстати, еще помню, как этот тюльпан собирается из бумаги. Корабль двухтрубный. Ну, самолетик, этот, как его, самолетик и обычный кораблик не считается. Так уже, наверное, больше ничего не вспомню. Но у меня, по-моему, до сих пор эта книжка дома осталась. Где-то валяется. Так, Маркус, Мелстром еще работает. Мы же отключили эту дуру. Тут что, другой источник питания есть? Похоже, у саранчи здесь где-то есть аварийный генератор. Вот, блин, его так сразу не найдешь. Выруби систему охлаждения. Генератор с гарантией выйдет из строя, но рванет здесь так, что мало не покажется. Вот эта работка по мне. Пошли найдем клапаны. Маркус, удирать придется очень и очень быстро. Не волнуйся, папа, мы справимся. Помню, у меня такая же была книжка, и там была такая фигурка в виде пингвинчика. Я, короче, ее собрал, но потерял. А, я еще вспомнил, там лягушки еще были, там ее на жопу эти лягушки нажимаешь, она прыгает. Тоже собиралась. Но некоторые фигурки, кстати, делались по этой книжке с использованием ножниц. Хотя само по себе искусство оригами подразумевает поделки из бумаги только с помощью рук, без посторонних предметов. Ну а так, в принципе, сейчас во времена доступного интернета можно вообще любую фигурку просто найти и так сложить. Там главное просто понять, в какую сторону там что вертеть, куда что заворачивать, и все собрать можно. Так, закройте вентили системы охлаждения. 5 штук осталось. Серьезно. Есть какие-то фигуры по Майнкрафту. Ну, я таких не видел. Ну, тоже забавно. Вообще, в целом, любые поделки из бумаги смотрятся прикольные, ну, как минимум, интересно. Просто попробуй, да, вот так вот бумагу сложи, чтобы она еще какую-то фигуру обрела. Оп, прям в голову. В общем, давай тут потихонечку идти. Не, походу потихонечку прям не получится. Все, работали. Это вот эти вентили, что ли? Ну да. Подожди, может быть, мы один еще пропустили. Давай-ка повнимательнее. Потому что эта часть интерьера, она типа подчеркивает то, что ты чем занимаешься. Ну, раньше, да, как бы, знаешь, когда я еще был подростком, как бы, у меня всякая там фигня была в комнате. Но, кстати, ни одного плаката не висело. Так, этот я уже отключил, значит ниже пойдем. По типу хобби. Я еще помню, в подростковом возрасте от нихер делать. Ну, даже было чем-то руки занимать. Ну, типа, допустим, компа не было. Вот, надо же было чем-то руки занимать. Я свечки самопальные делал. Просто так. Так. Я, наверное, не попаду под него. Нет, попал, слушай. Ну. Все, блин. Лишнюю гранату израсходовал. Ну, тут еще две есть.
Субит. Сейчас буду более-менее прицельно стрелять. Потому что патронов вряд ли сейчас дадут каких. Давай, вылезай. Попал. Еще помню, этот, кстати, затронул тему свечек. Лучше свечки с ароматами типа поджигаешь, вообще на всю комнату пахнет. Но у нас еще, помню, такая у меня светильник был, который маленькую свечку под него ставишь, наливаешь какую-нибудь жидкость, типа сандала какого-нибудь, знаешь, там, мяту, еще какую-нибудь фигню, и она вот, типа греется, эта жидкость, и выделяет аромат. Прикольно, прикольно. Правда, если долго она у тебя горит, может башка-то не заболеть. Вот. Еще я помню, занимался этим, как у меня магнитофон кассетный, он часто кассеты бывало жевал, потому что, ну, уже был такой, не скажем, не самого лучшего качества. Вот, жевал кассеты, и приходилось эти кассеты обрезать, ну, типа делать монтаж, короче, разбирать кассету, делать монтаж пленки, склеивать ее. Причем клеил я ее на лак сестры для ногтей. Я у нее весь лак поизрасходовал, походу. Да, кассет было до хрена, как бы, и они часто портились. Поэтому приходилось склеивать, разбирать, собирать. Так, ну тут их двое уже. Да, меня уработали. Давай еще. Опа, задело. О, ему можно в рожу настрелять, пока он орет. Но только он делает это как-то не очень охотно. Так, давай он сейчас остановится, мы под него гранату швырнем. Ну, вот постой там, постой на месте. Нет, далеко. Слушай, она ему досталась. Нормально. Это четвертый, пошли, последний остался. Ок. Я буду пытаться не отвлекать тебя во время битвы, прости. Да не, нормально. Бегом, все уходим. Маркус, быстро уходи оттуда. Все на выход. 55 секунд, кстати, осталось. Ишь ты, подишь ты. Ну, конты тут бесконечные, так что можно и перебежать. Так, вот только не застревай ни в какой херне. 30 секунд. Двадцать. Давай, 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 давай. Да пошел он нахер. Вроде успел. Я думал, сейчас полуострова вообще к чертям взлетит. Но нет. Как-то лайтовенько бахнули только одну башню и все. А батя там внутри, что ли, остался? Не факт. Были дела, да ничего страшного. Дело такое. Они то есть, то нету. Я вот, допустим, если у меня какие-нибудь дела, то, естественно, стрим я не запускаю. Если работа, то соответственно.
Пока в отпуске можно и полобать. Мы в порядке, папа, будь готов. Ох, только посмотри, мгновенное лето. Аня вызывает кола. Кто-нибудь меня слышит? Мы слышали тот взрыв за 5 километров. Развлекаетесь? Берт, вы где? Мы идем, крошка, флот с нами. Все, финал. Матери Божьи, они нашли СНР. Это Горосийский счет. Точно нас ждет теплая встреча со старыми дружками из Союза. Пора устроить фестиваль уничтожения саранчи. Зажигаем? Да, сделаем это. Давай, Джек. Я вообще-то ожидал цветов и, может быть, оркестра. И еще... Эй, а где Дом и Дизи? Дизи увел подлодку. Дом погиб. Нет. О, нет. Кто-то за это ответит. Кто-то ответит за это, мать его. Благодаря ему мы добрались до сюда. Сэм, Джеймс, вернитесь на корабль и помогите там. Нужно скоординировать высадку войск. Но, Маркус, ты нужен нам здесь. Мы... Это невозможно, ребята, высаживаемся. Слушай, Сэм, будь осторожна, хорошо? Да, ты тоже, Берт. Я вообще думал, что мы тут за бабу будем играть тоже. Так, мы идем в главную башню. Там все закончится. Так или иначе. А, это еще не финал совсем. Наверное. Глав было немного, кстати. Я думаю, сейчас будет продолжение. Угу. Проберитесь на башню Азуры. Значит, ты починил Джека. Молодец, он нам понадобится. Ага, и у него есть несколько новых приемчиков. Вообще я рассчитывал то, что мы вот будем за Аню вот эту играть. Ну, либо за вторую. Но что-то как-то нет. По-моему, то ли трейлеры, то ли еще что-то. Знаешь, мне нравятся игры по типу Red Dead Redemption, потому что там все замечательно переработано. Проработано, наверное. Ну да, RDR 2, она крутая. Я вот хочу первую поиграть. Как бы ее достаточно только установить и запустить. В будущем я тоже буду первую часть проходить, потому что сказали, то они хотят делать ремастер. Я думал все-таки подождать ремастер и потом его пройти. Но походу у них вообще там у Rockstar планы изменились, и ремастеры 4 GTA и RDR 2 они, короче, убрали на дальнюю полку. Так что... Вообще так-то я не знаю, я как-то особо... Есть определенные жанры, в которые я не играю. Но почти большинство жанров как бы вполне могу полобать. Как бы. Если игра интересная, то почему бы нет? Ну, либо, допустим, интересная механика в игре. Почему бы не поиграть? Ну, что-то я не знаю, мне тут понравился Gears of War, вообще в целом вся серия. Так что после третьей я еще буду четвертую проходить, а пятая уже давно прошел. Вот. После Gears of War, я думаю, Человека-паука запустить. Ну, посмотрим там, в каком он состоянии выйдет ремастер. Если нет, то я его на 4-й плойке запущу. Скоро еще будет у нас выходить 30-го, по-моему, числа у нас выходит Destroy All Human 2. Там, где нужно пришельцам просто расхерачивать весь город, там, выдирать мозги из жопы, там всякое зондирование и все такое. Ну, прикольная игра. Я первую часть прошел, мне понравилось. Тоже, кстати, на канале есть уже. Давным-давно. Год назад я их где-то проходил. А вот тут вторую часть ремастеры сделали.
тоже со второй плойки. Вот. Bloodborne тоже хотелось бы как-нибудь пройти, она тоже есть, уже установлена. Все потихоньку. Так вообще. Потом Callisto Protocol будет выходить, Dead Space. Hitman 3 тоже надо будет пройти, чтобы трилогия уже была на канале. Короче, планы еще грандиозные. Столько времени реально нет, сколько хочется игр пройти, чтобы, так сказать, какие-то вспомнить, поприкалываться, а какие-то, наоборот, типа, увидеть, так сказать, и умереть. Ладно, пойдем. Феникс, КР-06, задание принял. Мы прикроем вас огнем. Понял, 06. В кои-то веки поддержка с воздуха. Red Dead Redemption. Чисто просто поугарать, поделать приколы и все. И ты как-то забываешь об этой игре. Ну там выполняешь немного квестов и все. Ну нет, почему? Кому-то вот именно нравится только сюжет. К примеру, во второй части РДР я в основном просто так по миру не болтался. Я выполнял задания, побочные квесты все делал. Все задания побочные, все основные квесты делал. Вот. Но так просто так особо в мире не развлекался. Ну, не знаю. Мне становится скучно минут через 10-15 после того, как я начинаю херней страдать, не сюжетной. Мне все-таки больше интересно, что же там для меня разработчики приготовили по заданиям, нежели просто, знаешь, свободная игра, типа. Как, ну, не знаю, то же самое GTA серию взять, знаешь, кто-то не миссии проходит, а просто на машине катается, просто там ходит, что-нибудь осматривает, разглядывает, там, я не знаю, или просто там, типа, как в какой там GTA San Andreas, допустим, или третьей части, там просто набираешь пароль, там, give me tank, ёпта. У тебя просто сверху танк падает, и все, и ты начинаешь разматывать город. Ну, вот так вот меня хватало на этом танке покататься минут на 15-20. Ну, а потом скучно становится, не знаю. Я больше сторонник того, чтобы меня разработчики занимали, а не чтобы я сам себе занятия искал. Ах, черт, Джек вернулся, крошка. Ага, нам туда. Ну да, в обход пойдем, ничего страшного. Давай-ка мы оружие поменяем. Что за мисосуп тут такой? Я тут патроны вижу. Почему он не берет? Бери оружие. Продал фигню в GTA 5. А я вот, видишь, я просто сюжет прошел. Что еще делал? Побочки какие-то повыполнял. Но там их много. От них уже потом просто, наверное, устаешь. Ну, это лично по мне. Кому как. У меня вот тоже много друзей, как бы, любят GTA именно из-за свободы действий. Мне это не особо. Я поэтому, кстати, в онлайн игры не играю. Мне больше сюжетные нравятся. Вообще как-нибудь хотелось бы пройти линейку GTA. К тому же ремастерит вышел. Но я довольно-таки... Ну, нормально, короче, к ней отношусь. Не то чтобы, короче, фанат. Сюжетку могу пройти. А так, сутками там зависать не по мне. Для меня немножко даже удивительно, чем там люди занимаются спустя столько лет.
в GTA Online. Не, ну так-то понятно, чем они занимаются. Играют. Ну, как-то не особо по мне. Я знаю одну игру классную, с классной историей, как раз про 90-е, по-моему, называется «Зайчик». Про 90-е называется «Зайчик». Я первый раз слышу. Что это за игра такая? Один там ползает, недобитый. На тебе в пятку. Внимание, Феникс, вам направляются газовые баржи. Все, хана вертолета. Долетался. Бля, и пушку забрали, здесь была. Ладно, мы сейчас с этих, если что, наберем. Они по-любому с лансерами бегают половину. Что там? Я помню, как в 2021, по-моему, в GTA Online был сделан киоск с вакцинацией. Типа туда, чтобы можно было подойти и прививку сделать. Что за бред вообще? Это странно. Мне, кстати, тут кто-то на днях говорил, то, что этот, как вам... Что-то у них проблемы у Rockstar с серверами GTA Online. На RDR онлайн они точно похоронили. Там уже 5 человек не играет. Задолбали, кстати, с этими там всеми прививками, что на работе, что и вообще везде. Привейтесь. Все мозги повынесли с этой херней. У нас даже вплоть до увольнения грозились, если не привьешься. Также высаживали еще дома, типа будешь сидеть без бабла. Ну, что-то вроде отпуска за свой счет, если прививаться не хочешь. Отстой вообще. Потом у нас один мужик умер от прививки. Ну, ему плохо стало. Немножко подзабыли эту фишку. То, что людей заставлять надо прививаться. Потом опять начали зудить. Ну, я не знаю точно, мужик этот умер или от прививки, или от чего-то еще, просто может совпадение. Но, по крайней мере, они после этого случая прям подзаткнулись немножко. Перестали напрягать. А так, да, отстраняли от работы. Человек вот так вот, хлоп, сидит дома. Прививаться не хочет. Он не привитый, но без денег. Думай, как хочешь. Ультиматум. Хотя, по идее, так делать нельзя. Ну да, типа, ну не принуждайте человека и что-то делать против его воли не хочет и не надо. Так вот. А тут принуждение идет. Они как бы, ну, такие, как бы писали там в распоряжениях. Это типа рекомендательный характер. Но раз уж ты не хочешь прививаться, ты будешь дома сидеть, потому что ты типа не соответствуешь политике комбината. Там что-то про угрозу жизни обществу и так далее писали всякую херню. Так, вот этот дирижабль меня достал уже. Ну-ка, давай попробуем его замочить с этой катапульты. Блять, подожди. Патроны-то тоже нужны. И эти что-то прут и прут.
Ну-ка, давай. Ща мы его. Бум. О, да, продолжай в том же духе. В том же духе, пердухе. Давай сейчас завалим. Сейчас только надо наводочку сделать. Вот, до свидания. Уничтожьте всех оставшихся врагов. А то они, наверное, просто бы шли и шли бесконечно. Ладно, я сейчас лансер потрачу до конца уже. Там будем другой пухой пользоваться. Ё, кто? Блять. Он сзади подкрался, меня распилил, да вы серьезно? Хотя, может быть, после падения барж будет контрольная точка. Что-то неохота всю кашу заново проходить. Бля, ну в натуре с самого начала. Вот этому челику со щитом надо прям по ногам лупить. Вот так. Он уязвимое место. Хрен знает. Ладно, я, короче, побежал к этому. Некого еще стрелять. Так, перекур. Оп. Добиваем. Блять. Подох? Или ушел? Да, подох. Ну все, вроде площадка-то наша. Давайте, перейдем. Дирижабли мочим. Тут их 3 даже. В общем, в прошлый раз я 2 убивал. О да, продолжай в том же духе. Следующий. Туда же. Можно даже особо не целиться. Они рядом. И рогаточку зарядим. Оп, он туда. Ну, сейчас, наверное, и народу будет поменьше. Просто в разы. Главное, чтобы опять какая-нибудь падла со спины не подкралась и не распилила меня. Блин, так все гладко шло. Ну, как обычно. Хотел спросить, как тебе Overwatch? Как по мне, это хороший шутер на вечерок, не более. Ну, вообще ж, Overwatch, я думаю, ты там за вечер мало что сделаешь. Она же онлайновая, там типа задротить надо. Ну, чтобы у тебя там левел хороший какой-нибудь был, там, знаешь, скилл поднять. Капитан, можете начинать высадку войск, мы уничтожили катапульты и газовые баржи. Пилоты сообщают еще минимум о 2 артиллерийских позициях даже вглубь острова. У нас осталось очень мало вертолетов, я не могу отправлять их на задание, пока эти катапульты не будут уничтожены. Мы найдем их, до связи. Так, выдвигаемся, нужно угомонить этих тварей. Вот, а вообще Overwatch, она же, по-моему, платная, если я не ошибаюсь. Если ты, допустим, ну, если она платная, и мне память не изменяет, то, допустим, 2-3 тысячи ты заплатил, чтобы тупо вечер посидеть. Нет, меня бы жаба задушила, серьезно. По-моему, она платная, платный шутер. Это же от Blizzard. А если Blizzard, то платная по-любому. У них, если в этот, как его, у них Варик платный. Диабло, по-моему, тоже платная. Я вот не помню насчет Overwatch, но, по-моему, платный. Не знаю, меня бы жаба задушила за 2-3 тысячи в один вечер погонять и все. Но вообще, в принципе-то шутер неплохой, если ну, в него играет, и очень много игроков играет.
Ну, конечно, не так дохрена, как в контру, как бы то же самое. Но, тем не менее, популярностью пользуется. Правда, сейчас что-то ругается на вторую часть Overwatch. Я не знаю, она вышла или нет. Я особо вообще за этим Overwatch не слежу, но, по-моему, если вторая часть вышла, то что-то там ругается на нее, то что они там вообще ничего практически не сделали. Она там как-то вообще еле-еле там поддопилена, по-моему, одного персонажа, что ли, добавили, и чуть-чуть шкурок. Что-то такое. Так, опять у нас, кстати, как и во второй части, у нас королева болтает под конец. Азура была бункером для главных чинов коалиции. В ней они могли скрываться до окончания войны. Последней войны. О, боже мой, это ученые? Трудно сказать, не могу понять, белые у них халаты или нет. Это самая удаленная от Саранчи база коалиции. Неудивительно, что лучших ученых эвакуировали именно сюда. Так же, как Прескотт эвакуировал твоего отца? Да, может быть. Папа, кажется, они тут всех убили. Думаю, я единственный, кто им нужен живым, Маркус. Я могу объяснить про Мирру. Папа, это может подождать. Слушай, мы в большом... вы рядом с гидроэлектростанцией. До башни еще придется пройти. Хорошо, папа, мы идем. Иногда вроде нормально субтитры бегут, а иногда просто они чик на секунду появляются, и ты не то что почитать не успеваешь, а поговорить тем более. Тихо, ну нахрена мне снайперка? Все-таки во всей линейке Gears of War я только вот уважаю два оружия: Hammerburst и Lancer. Самые такие. Ну вот еще у мехов залезть побегать тоже прикольно, ну как бы так. Основное оружие это вот две винтовки. Враг обнаружен. Угу. Ну давай шумиху-то устроим, что они ходят все. Пошумим, блядь. Они с двух сторон, что ли? Ну давайте тогда какой-нибудь-то начнем. Вроде все. Теперь отсюда. Слушай, можно подняться. Давай-ка мы их так обойдем. Ну ладно, они там его допилят. Чё? Баржа. Понятно. Стой. С баржи народ только высаживается и все. Она особо сейчас пока нам по мозгам не атакует. Стражи. Ну и что? Мы тут этих стражей уже лупим на протяжении 2 часов. Но, кстати, в других частях стражи пожестче. У них их меньше, но у них жира больше. Все, я думаю, самое время пойти баржу эту подстрелить. Дельта вызывает резко. Мы захватили одну из артиллерийских позиций, но наткнулись на риверов. Да, вовремя я залез, походу. Ну-ка, давай туда. Оп. -1. Где второй? Вон второй. Давай. Ломать плотину. Подожди. Давай-ка мы вот эту пушечку уничтожим. А то и 2. Вот. Чтобы они нам не мешали просто.
потом дамбу уже будем пробивать. Это два снаряда долбанут друг друга. Все, теперь можно спокойно дамбу колотить. Оп. Еще надо. Давай еще. Все, разбили. С дороги, быстрее, бежим. О, и все смыло. Великий потоп. Уничтожьте последний экипаж осадного чудища. Да хватит уже изводить нас. Блин, папа, как только мы тебя вытащим, что понадобится, чтобы активировать твое оружие? Ключи у меня с собой, это все, что нужно для включения. Профессор, это Дэмон Берт. Как эта штука работает? А, Берт, да, Прескотт говорил о тебе. Представь, как себе нейтронную бомбу, только без взрыва. Такую, которая убивает только клетки ламбентов во всех нас. Круто, хочу на это посмотреть. А все, у меня типа полный боезапас. Как мило. Подожди, давай зарядимся на всякий случай. Мало ли, может еще патроны влезут. Нет. Ну, сюжет знаком, как бы ничего такого нового твиста никакого я не увидел. Типа то, что там на генетическом уровне они просто всю эту заразу сейчас разбомбят. Ну, батя, скорее всего, тоже умрет он, потому что выяснится, что он тоже заражен или делал на себе опыты какие-нибудь. Запросто вообще. Это зомби, фильмы с нулевым пациентом, там, со всякой подобной фигней. Типа Война миров Z какая-нибудь. Осторожно! А, кстати, я давненько вот уже лабиринтов этих не видел, которые мутируют. У которых руки такие, как в Dead Space, вырастают. Все, кончились. Где наши вообще? Наверху. Погодите. Погодите. Чик. Где-то тут патроны, вот. Бумеры. Давай-ка мы вот этого сначала. Один. Мне его ноги нужны. Падла. Давай, 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 давай. Просто он медленно-медленно подходит, а потом как ломанет к тебе. И все. Нормально. Бля. Походу я не очень, да, вовремя тут засел. Вот поэтому у нас они все наверху были. Короче, я пошел тоже наверх, а то меня не поднимут, если я сдохну. А че это мы тут все простреливаемся? Это укрытие странное с дырками. А куда эти всадники делись? Может, они уже на этой площадке, где я стою? Блять, со всех щелей стреляет просто. Да, нет тут никого. А куда они делись-то, всадники эти? Там было 2 штуки. Все, никто не идет. Ну, нам туда. Собираем патроны, все, что можно.
85. 86. Не то. То. Еще 40 надо найти. Будет full house. Оп. Еще 20-ничек. Ладно, хотя бы так. Несешь коту масленица, да? Вся толпа ждала, пока я подбегу и ногой в ворота ударю. Могли бы и сами справиться. Вот она, последняя осадная тварь. Я даже понял, да, куда идти. Правда, нужно сначала отбиться от этой всей толпы. Вот они тут все просто прибежали. Сомневаюсь, что это последняя осадная тварь. У нас же еще как-то королева должна быть. На своем мега-жуке. Блин, они близко. Ну, в смысле, далеко стоят. Я их как-то привык больше гранатами разбирать. Давай, кидай. Во. Получше дело. Давай ему последнюю гранатку оставим. Вот на того челика. Может, ребята, кто-нибудь догадается в него гранату кинуть. Ну вот так, давай. Вот урод, а. Взял, перепрыгнул. Че ему там не стоялось? Вон граната есть. Сейчас мы его добьем. Тихо, 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 тихо. Блин. Что, поднимет кто-нибудь? Ну и как раз его разобрали. Давайте меня поднимайте. Кол. Наконец-то я чуть не подох. Сейчас бы заново побежали. Ну тут у них приколов-то хватает. Давай поближе чуть. Так, со щитом, мужик. Давай, он сейчас будет идти, мы ему по ногам, блядь, перезарядка. Все, он подох. Что-то такое ощущение, то, что баржа будет высаживать и высаживать народ. Хотя нет, нормально. Давай, шмальнем чуть-чуть. Бах. А что тут? Ну? Все. Феникс вызывает все подразделения. Можете высаживаться. Избавимся от этой твари. Какой твари? А. Точно, это же у них катапульта считается животным. Ну или животное катапультой. Это последний? Вот дерьмо, не последний же, я говорю уже не последний. Феникс вызывает треску, появились стебли, вы нас видите? Они везде полезли, Феникс, будьте готовы, направляем по вашим координатам Ворона. Достаньте оружие твоего отца и покончим с этим. Хорошо, бежим в здание, быстро. Маркус, я могу спросить, как тебе работает бомба? Разве мой отец не рассказал тебе? Нет, это о доме. Хочу знать, как он погиб. Давай сначала закончим с заданием. Вот именно. Потом потрещим.
Посмотри на это место. Я думал, что я знаю Прескотта. Меня выворачивает от мысли, что все эти годы, пока мы голодали и умирали, у него было это убежище ценой в миллионы долларов. Но он ведь был с нами все это время, ничего не понимаю. С лифта тоже кто-нибудь выбегать будет? Значит, профессор говорит, что все мы заражены этой ламберской... И вся. Эмульсия — это паразитическая форма жизни. Вот дерьмо, чертово топливо оказалось живым. Он действительно может убить всю эмульсию. Мы пришли сюда, чтобы освободить отца Маркуса. Не будем отвлекаться. Ок. То что-то бегаем, все, отвлекаемся. Ну, по крайней мере, я умру, зная, что я угадал. Ты не умрешь, Берт, никто не умрет. Твой отец испытал эту бомбу, Маркус. Можно как-нибудь вырубить эту хреновую трескотню. Да, не отвлекаться. Ага, ясно. Подожди, может, патронов кто насыпет? Ля, какой храм просто. Папа, мы здесь. Мы думаем о том, как поступить. Тут перестрелка. Я еле слышу, Маркус, и Мира следит за вами. Будьте осторожны. Но тут все взрывается, я не успеваю явно субтитры читать. Ну, понятно, у них тут паника. Слушай, а может быть и королева тут наверху, кстати, будет. Либо ее все-таки оставят для продолжения истории. Пятой части ее явно нет. В чем дело, тебе плохо? Ну что ты, саранчу, охраняющую вход в башню. Что там, кто-то с баржи, что ли, еще опять стреляет? Да кто хреначит-то, я не понимаю. Бля, ну тут каша вообще. Просто все на одном пятаке и все ползают, взрывается что-то. Этого утырка в рожу настрелять, да падла. Слишком много народу, по-моему, на одном квадратном метре. Я заебался уже валяться, кто-нибудь будет поднимать? Долго мы лежать будем? Подожди, по-моему, кто-то тут лупит. Минометов или с чего-то еще. Вот, да, по-моему, этот урод в центре. Иди сюда. Проберитесь-ка входу в башню. Да, это он мочил минометом по нам. Гнида. Кстати, они там и Соника тоже завалили по-быстрому. Мне даже не пришлось гранаты тратить. Типа батя нам дверь открывает, что ли?
Тут стебли поднимаются, Джек. Ну, это мы проходили. Вот, теперь ламенты поперли. Давненько не видались. Так, давай сначала коконы разваливать. Пока они тут себе друзей не настреляли. Поднимайте, чё. Да, тут все такие мощные уже вылезают. Поднимаем. Не, вот если без напарников вообще, я бы уже давно подох. Вот типа того. Все, он сейчас взорвется. Все или еще кто-то? Маленький какой. Тебе что надо? Ну у нас дрон пока пилит, а мы рубим. Давай, где? Вылезай. Правило, дрон у нас это делает неторопливо, долго. Ну, все. Это был последний. Папа, мы поднимаемся. А дрон там вообще не допилил, кстати. Вперед, заходим внутрь и забаррикадируемся. Слушай, если в нас всех имеется доза этой эмульсии, разве оружие, но бомба твоего отца, разве она не подействует на нас тоже? Думаешь, он бы стал этим рисковать? Она сработает, не волнуйся, поверь мне, капрал Берт. Я испытал ее. Я так полагаю, что он испытал ее все-таки на себе. Какого-то я вот там уже 10 уровня достиг. Ну, это скорее эти уровни показываются для тех, кто онлайн играет. Закрыть дверь, давай, живо. Эти стебли не остановишь. Лишь насмешишь подходящих дроджей. Этого хватит, пап, мы вошли. Ламбинты прямо за нами. Где твоя лаборатория? На верхний этаж. Ищите королеву миру. Маркус, она не в себе. То есть сначала королеву, да, надо завалить, потом батю найдется. Восхождение. Отец, а что с Мирой? Ты говорил, она не понимает, что ты не можешь спасти саранчу. Это последнее прибежище саранчи, Маркус. Мой прибор уничтожит эмульсию, но он также небезопасен и для саранчи. Недостатков в этом плане не вижу. Нужно больше времени, как в день Е. Ладно, я поговорю об этом, держись. День Е. О чем-то он там говорит. Не думаю, что нам стоит знать. Нет, так нет. Личинки, патруль. Да тут все. Маркус, чего мы от них прячемся? Ну вот серьезно, кстати. Что у нас тут? Толпа просто десантников. Сюрприз, твари. Правда, он сказал сюрприз, сучки. Мы вернулись. Там еще поверху бегает. Но они, наверное, спускаются все равно. Кто следующий? Все, хана, почти патронов нету. Но у этих лансеры есть, я вижу. Все, готов. Там или кто-то один ползает, или он еще остались. Может, по бокам даже не где-то. Сойдет. Угу. Нам наверх. Стой. Чик. Чик. Ну так, еще. Чё ты не берешь?
автомат заглючил, не берется. Блин, давай сбегаем, может там патроны есть. Не. Там какой-то еще идет наверх подъем. Стражи. Они тут были... Нет, слушай, они прям к нам идут. Нам еще выше. Так, блин, ни хрена тут такой отель. Скоро Ламбиты сломает дверь, Маркус. Давайте сначала разберемся с личинками. Ну вот эти жирные ребята. И все ко мне, ну естественно. Естественно, все ко мне. Бля, я уже не понимаю, где тут кто прячется, кого тут просто разорвало по кускам. Где кто? Вот, вижу. Тут их двое уже. Тут их иногда настолько дохрена, что они реально друг другу мешают просто. Понятно? Я слег. Поднимайте. Ну там еще толпа. Причем есть же всякие минометы. Вот чем мне не это не берется. Всадников же можно было и с миномета уработать, правильно? Неплохо патронов прилетело. Давай-ка с миномета. Это уже что-то такое себе. Да, миномет пока долетит, пока зарядится. Вот, и ты покойник, твою мать. На отстой этот миномет полнейший вообще. Надо было, я с винтовки его быстрее завалил. Сука, из самого начала. Вот тебе и бум. Последние тут патроны до выпускаю. Улезай. Сучонок за угол спрятался. Там не достать. Чуть-чуть побольше получится патронов хотя бы собрать. Пошли через центр, короче говоря. Только с этой стороны.
Эти всадники довольно-таки быстрые с миномета. Блять, он прыг и туда. Давай хоть мелочевку расхерачим. Они его там допилят. Прыгал, в итоге подох как кретин. Я тоже. Давай Ривера туда же. Нахер, давай подальше. Риверами. Но я могу и подохнуть. Да, он только на меня агрится и все. Его остальные не интересуют. Вот, патроны. Похоже, это единственный путь наверх. Что-то я не вижу здесь лифтов. Может, они наверху? Может. Они там что-то про дворец базарят, но... Да, он действительно большой. Мы еще хрен знает сколько будем подниматься, наверное. Да ладно, лифт есть. И он работает, типа. Подожди, патроны. Не надо мне патронов. Как хотите. Слушай, на это финальным боссом пахнет. Предфинальным. Ну или финальным. Вот дерьмо. Берт, почини это. Маркус, на моей совести хватает смертей. Сейчас я смогу хоть что-то исправить. Не ты начал эту войну, но ты положишь ей конец. Было время, когда я думал, что смогу решить все разговорами. Ух, а что произойдет, когда вы вырубите своего убийцу светляков, профессор? Мы что-то почувствуем? Все зависит от того, насколько глубоко эмульсия проникла в клетки вашего организма. У вас поднялась температура. Мышцы болят? Нет, тогда все будет в порядке. Или может быть не в порядке. Шишки стреляем, чё. Кто-то где-то что-то там. Бля, вот эти сильно взрываются. Да похер, пусть они там прыгают на меня. Вон еще шишка одна. А где все? Я вот только вижу одни стебли. О, они далековато. Так, ну давай. Блин, к каждому углу прилипнет. Да, меня, наверное, никто не спасет. Хотя вон кто-то бежит. Берт. Берт успел. Сколько тут шишек, а, на каждой?
Как елка прям. Еще одна. Нас тут жарят просто по-черному. Поднимайте, че. Так, взорвется один, взорвутся остальные два. Ну или сколько их там? О, и второй сейчас лопнет. Вот нет патронов. Прям экшен, топят просто нас. А все, может быть, нам пора уже заходить? Давай разделимся. Ну давай разделимся. Коль не шутишь. Че там стреляешь? Эй, а ты понимаешь, откуда тут... Че, скульптура? Нужно было хоть мне сказать. Национальный музей эфиры. Тогда Прескотт спас чертовы статуи вместо нас. Задница. О, к нам лезут. Будем так скидывать. Кстати, у меня патронов 111 штук осталось. Ну, это 2 моба. Нахер я присяду. Аньки вон есть чем стрелять, пускай стреляет. И бежать некуда. Поздно. Выбирай лестницу. Что произошло? Все, блядь, взрывается. Вы там в порядке? Да, полный порядок. Надо же, до верха добрались. Аня, ты как? Я в порядке, не волнуйтесь. Че так она ко мне на вы? Что там, Кол? Ну и опять жара просто. Опять. Стражи. Ну да, тут сейчас все прибегут. На 1 квадратный метр по 16 человек. О, почему вот они белые становятся? И потом залипать начинают. Блин, сколько их еще осталось-то? По-моему, наверху. Я тут никого не вижу. Пойдем выше. Что-то там, по-моему, батя говорил. Я не успел субтитры прочитать, но батя, по-моему, говорил что-то про дверь. А там даже дрон что-то каким-то электричеством постреливает. Анька, отойди, не вижу. Тихо. Патроны. Прямо сейчас перед глазами просто исчез этот. Исчез автомат. Вот так у нас патроны и забирают просто потихонечку. Маркус, что за шум? О, королева прилетела. Мира тут. На своем мега-жуке. Маркус Феникс, ты когда-то был примерным сыном, но отца тебе не спасти. Это мы еще посмотрим. Поднимаемся выше. Тихо. Ну, выше так выше.
хрен бы с патронами, да? Что надо? Что-то там она базарит про жизнь ее народа. Просто вверх бежим. Надеюсь, битва с боссом-то хоть интересная будет, а не как во второй части. Бля, я сгорел. Мы в задницу, говорит, поджарили. Ладно, давай перекур, сейчас я подойду. И продолжим добивать босса. Все, поехали. Поехали босса добивать. По заданию нужно добраться просто наверх, да? Не попадая под лучи. Маркус, я больше 20 лет помогал твоему отцу воевать с ламбентами, и он справился с ними, но не ценой жизни моего народа. Ладно, они там переговариваются, мне читать некогда. Только вот не прилипай никуда. Добрались. Слушай меня, Маркус Феникс, мой народ не погибнет. У вас есть право на эту жизнь, на этот мир. Твой отец должен закончить начатое. Ну что ж, в этом наши мысли сходятся. Эй, посмотри-ка туда. Хочешь обрушить эту штуку? Да нет, это противовес. Видишь тросы? Именно, давай нужно разрушить крепление. Но здание может обрушиться. Зато этих поджарит.
Ладно, я туда. Пилим. Ну, блядь, не то оружие. Один готов, осталось 2. Еще лансеры валяются любезно. Ну так. Придавили насекомое. Чик. Мы достали ее. Где же королева? Не вижу. Вот и королева. Вот черт, Клифф там живо. Найдите Адама Феникса. О, сейчас батю будем искать. Ну, наконец-то. Маркус, ты в порядке? Что случилось? Мы повздорили с Мирой. Проблема решена, двигаемся дальше. Решена? То есть убита? Да, пап, к тому и шло. Ох, вижу. Да не убитая королева. Не трать сочувствия понапрасну. Сарача все еще за стенами лаборатории? Да, они прикрывают и подъемники тоже. Нужно найти другой путь. Где-то в шахте должен быть люк. Мы ищем. Джек, останови лифт. Так, Джек, останови лифт. Не очень. Мне действительно стало интересно, чем же говорила Мира. Она знала отца до дня Е, но как? Она с виду совсем человек. Неужели она присоединилась к клубу саранчи? Так, ради хохмы. Тварь лишь дергает его за ниточки, Берт. А может и нет. Личинки ждут лифта, а значит... Что значит? Выбиваем двери, всех мочим, что значит? Давай. 2, 3, пошел. Мазафака. Опять понеслась. Ага, перекур. Бум. Отлично, кто-то гранатку кинул. Где-то здесь отец. Мы уже на его этаже. Тихо, там еще один крадется. Тихо, да какой пистолет? И чё мне теперь не подобрать ничего? Бля, ну нахрен ты его схватил? Отстойное оружие. А другой я взять не могу. Это подстава. Так, берем гранаты. Они могут пригодиться. И погнали туда вперед. Тихо, там кто-то с турелью сидит. Я ничего не вижу. Давай ближе. Тихо. Подождем. Они прям тут окопались, хорошо. Пленных не берем. Ага,
Он, идиот, выбежал из-за турели, чтобы спасти этого херена. Здорово, Илюх. Но в итоге сам, короче, подох. Тупой идиот. Так, давай глянем, наверное, патроны, может быть, есть. Ладно. Сейчас патронов уже, наверное, вряд ли будут давать. По идее, должен быть или босс финальный, или что-то такое. Нет патронов. Думаю, мы еще не у тебя в лаборатории, папа. Так, провода по полу приведут нас к цели. Думаю, в конце нас будет ждать... Блин, я не знаю, в какую. Пошли сюда. Хотя они указывают и тут, и там. Ладно. Снайперка. Нахрена тут снайперка, если ближний бой идет? Чтобы в упор со снайперки мочить. Снайперка есть. Но ее дают не часто. Когда на больших участках попадается. Но я не пользуюсь. Тут скорее сподручнее будет в дробаша как-то валить их. Блин, там под столом спрятался и ползает. Гаденыш. Пошли его зарежем. Портиком. Запорим его просто. Блин, зачем ты его в заложники взял? Его убивать надо. Так, это первое. Панель системы безопасности. Еще две. Ну, сейчас один замок снят, папа, остался последний. Ну, хотя бы не 6 замков. Все равно, мне кажется, королеву еще не завалили. Королева еще будет встречаться нам. Хотя бы разок. Что-то там как-то кучно бьют. Подожди. Блять, этот дрон мешает. Ничего не вижу из-за него. Все, здоровяка-то завалили. Ну, остальных сейчас там так. Все, хана, патронов нет. Ну, давай посмотрим, может быть. Да, вот, подбирать можно. Я его так завалю. Просто по башке его пинаешь и все. Тоже неплохо. Что там кто-то шипел? Казалось. Сколько патронов? 123. Ну, почти, слушай, почти полный обойм. Чик. Давай. Ты батю спасать. Это второй, папа, возвращаемся. Ну, в принципе, что и требовалось доказать, игру мы спасаем батю. Ну, с разными нюансами, конечно, не без этого. И его там тоже нет. Не, вроде интерьер тот, но батя. Отец. Маркус, Анька. Рад снова тебя видеть. И уже и не думал, что свидимся. Прости за дома. Непонятно, как и подступиться, папа. Представлял себе, что скажу, если увижу тебя снова, но нам всегда не хватало времени. Просто для страховки. Без управляющих ключей эта штука не заработает. Подобную штуку я сделал для молота Зари. Устройство для массового уничтожения. Это тоже моя работа.
У меня было время подумать, Маркус, долгие годы. Ты, Аня, все вы живите полной жизнью на всю катушку, когда все это закончится. Обещаю, что так и будет. Никаких сожалений. И назад не оглядывайся. Точно, точно, папа. Нам пора идти. Да батя решил самовыпилиться, что ты. Если бы эмульсия не достигла критического уровня, я, возможно, сумел бы и спасти и саранчу, и тогда бы она вернулась на землю. Поклянись только, что больше... Понятно. Я виноват, это из-за меня они здесь, Маркус. Мне не удалось остановить распространение эмульсии, она выгнала саранчу из убежищ. Я пытался убедить Миру удержать свой народ под землей, но не смог, и они... Погоди, я правильно расслышал? Правительство знало о дне Е, и никто не подумал о нас предупредить? Не только я, даже Преска долгое время ничего не знала. У меня столько идей было, а вот времени мало. Папа, хватит, пошли. Ого, чего еще мы не знаем? Ты тоже ученый, позже обдумай это и попытайся понять, что я хотел сделать и что я сделал на самом деле. Меньше слов, больше дела. Хайзенберг такой кивнул, типа. Возвращайтесь к лифту. То в одну сторону, то в другую. Давай вот так вот мы вернемся к лифту. Все, есть еще кто-нибудь? Вылезайте. Не стесняйтесь. Он тут с краешку стоит. О. Как раз я возле турельки. Сейчас мы тут все коконы похлопаем. Ну, по крайней мере, насколько я достать успею. Бля, нихера там отряд бежит просто. Главное не давать им по бортам рассасываться, а то и будет сложнее выковыривать. Ухо бы еще поменьше перегревалось, было бы прикольнее. Прям чтобы вообще лупить без остановки. Что-то походу они эти челики бесконечные. Надо сначала эти коконы искать. Так, вот 2 кокона точно хлопнул. Все, дерево засохло, значит хорош. Он не взорвался еще. Он там сидит. Пучок, ну ладно, пошли, короче, так его хлопнул. А ты-то откуда тут появился? Вот урод. Он все это время там сидел, дезертир сраный. Все. Так-то. Ну тут бы пришлось, конечно, с большой толпой пободаться. Так что нормально то, что за этот. За турель сел. Турель, пулемет. Но батя у него голимый Хайзенберг. Из «Во все тяжкие». Так, нужно срочно с этого ящика выбираться. Да ё-моё. Чё так мотыляет? Это он меня толкает, что ли? Я не понимаю. Бля, там этот хер мутировал. Ой, Веркик. Ребята, я вас прикрою. А, это Кармайл. Каварелия прибыла. Стреляй, Каварелия.
Сейчас патроны как кончатся. Батя чуть не загрызли. Интересно, миссия будет провалена, если батю загрызут. Да повернись ты ко мне и немножко наклонись. Бля, народу просто 508 тут бегает. Ну, дохнет. Наконец-то. Так, и чего? О, даже бате пушечку выдали. Серьезно, дядька подготовился. Прикройте, не могу добраться до прибора. Берегись, это мира. О. Нет, я не позволю, стойте. Все-таки жука этого, даже жук не сдох. Получи, сука. Она вертолета. Ну, очевидно. С жуком же надо будет нам еще разбираться. Уничтожить Темпеста. Темпеста это вот это вот дерьмо. Тихо. Я чуть не отъехал, поднимайте. А, тут стекла. Надо брыло ему мочить. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведем. Полетает туда, тудым-сюдым, прицелиться не дает. Давай, поднимай, что делать. Пока я ползал, жук умер. Так, я завожу ускоритель, готовьтесь. Сейчас батя мегабомбу как замутит. Маркус, прибор включен, питание нормальное, бери молот зарит. Единственный способ расправиться с ними. А, я уже не лежу, кстати. А я уже нормальный. Давай, молот зарит. Тра-та-та. Так, ну жуку разок-то прилетело точно. Все, он поджарился. Так, давай еще жука искать. По-любому он где-то еще. Где жук? Вон он. Бля, он упал. Поднимайте жука, сейчас мы ему бахнем еще разок. Говнюк. Блять, только нацелился. Поднимайте, чё. Жучок-то ваншотищий. Ни хера не вижу. А чё пушка не работает? Блять, пошли другой молот зари тогда искать. Ну только где он? Почему не работает? Работает все. Странно. Тогда пошли за жуком. Блять. Ну, поднимай. А на жуке почему-то это дерьмо не пашет. По заданию уничтожить я. Может, подальше надо стоять. Или на землю наводить. Что за хрень вообще? А давай прямо на землю.
Может, прокатит. Вот. На жука не действует вообще. Он как будто как не объект вообще. Брось молот. А как я его брошу-то? Вещь-то нужная. В хозяйстве пригодится. Все, хана молотов. Молот зари. О, заряжаем. Давай на землю опять так же. Оп. Прям под жопку его. Спокойной ночи. Мы его поджарим. Ему больно, продолжай. Хорошо. Причем придется до конца израсходовать молот зари. Потому что мне его так не перезарядить. Оп, а теперь заряжаем, да? Жучок почаще действовать начал. Не заряжается. Ну и где мне его тогда искать? Блять. Где? Да. Поднимай. Блин, ну что ты бегаешь-то вокруг? Поднимай, ты не стреляй. Блин, почему он не заряжается? Хорошо, я посмотрел. Блять, серьезно? Это так работает? Надо обязательно было взглянуть на этого жука. Где-то тут. Как я знаю, попал, нет? Вряд ли. Надо, походу, подождать, пока он не сядет. Вот жучара сраная. Наши его подбивают. Вот. А я буду его добивать на земле. Вражеские подкрепления. А мы его лупим хоть? Вроде да. Все, молот зари закончится. Ускоритель набирает скорость. Маркус, уже скоро. Ну да, что-то я уже подустал этого жука убивать. Ты не оставляешь мне выбора. Это королева болтает, да? Не подпускай ее, она уничтожит всю комнату. Ну, очевидно, надо по этим штукам мочить. Да, какой-то второй шаг вообще происходит. Улетел. Отлично, с башни слезла, а теперь вниз ее и молотом. Сейчас меня кто-нибудь поднимет. Надо еще молоток этот перезаряжать. Где он перезаряжается-то? О, последняя, по-моему, оставшаяся. Нет, еще две. Вот, зарядил. Жук какой-то бесконечный просто. Че, ее сбивать так-то не будет? Стреляйте, стреляйте. Давай вот так. Я херный. Но улетел. Ой, бля. Надо, походу, реально ждать, пока он не сядет.
Да, я тоже помогу, что ли. Чё, давай попробуй, я же не вижу ничего. Давай сбивайте его. Ай, бля. Сука, Анька, Анька место заняла. Давай, вали его на бок. Все. И молотком. Где-то так. Я нацелиться не могу до конца, молоток этот расходовать. Чего? Я ни хрена не увидел. Что там они написали? Давай-ка еще. Молот зари. Окей. Пол отлично тут встал. Звук что-то не улетает, кстати. Ему походу и тут по кайфу. Все, наконец-то мы его развалили. Ну вот так, теперь лежи. Жирный жук попался. Долго ковырять пришлось. Ой, блядь, ковырили, да? А не, ща батя всех вылечит. И сам подох. Скоро я наберу полную силу. Профессор, вы же тестировали это. Но как? На себе, Дэймон. Нужно было точно знать, как изменится жизненный цикл эмульсии. Поэтому я впрыснул себе ускоритель жизненных частиц каких-то. Отец, мы увидели, что он сделал человечеством в Мерсе. Пепельные все стали. Бум. Батя всех вылечил. Но он сейчас и сам сковырнется. В принципе, предсказуем. Началось. Пойдем, отец, башня скоро развалится. Прости, Маркус. Я уже не сделал. Порядок. Я помогу. Маркус, я ускорил в себе развитие эмульсии. Я должен был узнать, как она размножается. О чем это ты говоришь? О, и батя прилетела. Если он, конечно, не мутирует. Ох. Нет, ты не умрешь. Слишком поздно, Маркус. Каждая клеточка в моем теле распадается. Как и все искусственно выращенные клетки на серии. Ничего не изменишь. Вот черт, нет. И я не потеряю тебя снова. Я рад, что снова смог тебя увидеть, Маркус. А теперь иди и живи ради меня. До свидания. Чик. Боже, нет. Батю потом еще выкурить можно. Отец. Батя нет. Он умер, он умер. Он умер. Он ушел, кстати, он сказал. Ну, либо его нет. Королева. Жива еще. Сучка. Высокомерие. Не стрелять. Ах, как красиво и высокоморально. Даже сейчас. Ты об этом думала? Твой отец думал, что знает ответы на все вопросы. Но на самом деле додумался лишь до новых способов уничтожения. Молот Зари и Хасинта, а теперь и это.
Его высокомерие убило его. Опа. Кинжал в брюшину. Раз только. Удар в печень никто не лечит. Ты чувствуешь? Это за дома. И за всех других, что ты убила, тварь. Три части мы, блядь, за ней гонялись. С ножом. Немного непонятно, почему саранчой управляла королева человеческого вида. Об этом история умалчивает. Ну все, тут всем хана вообще. Паукам, саранче, ламбинтам этим, ламбинтам. Вообще всем. Кроме людей. Хотя и в людях тоже какая-то эмульсия, часть есть. Они же этим воздухом дышали. Но они не дохнут, все нормально. Может быть, потом у них какой-то там распад будет. Но если Маркус был потом в других частях, в пятой, по-моему, в пятой он был. Седой весь. Значит, все живы после этого. Ну, по крайней мере, люди выжили. Правда, всей планете хана уже. Ну да ладно. Да ладно, и чел на вертолете тоже живой. Граб-киллер. Я забыл, как его зовут. Ну прям, кроме дома и бати, по-моему, сюжетно вроде никто не подох. И все живые. Я думал, мы будем за бабу тоже играть. Ну, за женщину. За Аньку там побегать. Почему бы нет? Просто попробуй. Все, война против саранчи выиграна. И оружие ему больше не нужно. Купаться все вместе пошли. А теперь купаться. Кто в море утонет, купаться завтра не пойдет. Надо же, и повязку снял. Я думал, там лысина. Бандану. Не повязку. Маркус, я помогу тебе, обязательно. Так надо подумать, ты же его тёлка. А что осталось, Аня? Что у нас теперь осталось? Будущее, Маркус. У нас наконец-то есть будущее. Будущее. Вот так. Вот такое вот логичное завершение истории. Чё? Угу. Ну вот, в принципе-то и все. Ладно, я титр пропускаю.
Ну-ка, ну-ка. Это ладно. А что там, мне даже не дали посмотреть. Какой счет игры. Ладно, не суть. В общем, вот на этом-то и закончилась трилогия. В принципе, все три части, ну, плюс-минус одинаково играются. Третья часть пошустрее, пободрее. То есть она играется, ну, прям экшен-экшен. Первая часть, она более такая медлительная, как бы как в разгоночку только идет. Под конец там уже жара наступает. Вторая как-то что-то между средней, между первой и третьей. Третья самая такая шустрая будет. Ну и в принципе механики везде одинаковые, все одинаковое. Единственное, что потихоньку вот во второй части, в третьей части они добавляли там, к примеру, в первой части мы там на машинках покатались, во второй, по-моему, что там, на этих, как его, на летающих этих осьминогах тоже, забыл, как они называются, на осьминогах полетали, тоже постреляли. Тут и в мехе можно было побегать, и тоже за пушками посидеть. Ну, турели были во всех частях. По цветной, кстати, гамме первая часть практически черно-белая, а вот вторая и третья уже получше. Третья самая такая красочно сделанная, скажем так. Я вот запускал еще четвертую, скоро буду четвертую часть проходить. Она такая тоже уже очень добротно сделанная, так что надо будет тоже ее пройти. Вот. Ну, в принципе, трилогия, она вся обоснована, закончена. Сюжет, в принципе, элементарный. Никаких прямо таких жестких твистов не было. Все очевидно. То, что батя сам себе ну, вколол вакцину и сам на себе все испытывал. И потом в конце помер. Королеву завалили. То есть, все, в принципе, закончено. История про Маркуса, как правило, закончена. Потом, вот я не знаю насчет четвертой части. По-моему, мы в четвертой части за чувака какого-то другого будем играть. А в пятой, по-моему, мы то ли за дочку, то ли за внучку этого Маркуса будем играть. Что-то такое. Но он там тоже встречается. Ненадолго камео какое-то там у него есть. Вот, ну а так... Разработчики, короче говоря, особо не делали какие-то конкретно серьезные шаги в сторону. Есть еще RAM. Что за RAM? Я знаю то, что есть Judgment. Еще есть, я знаю, что как его, Gears of War Tactics. Я вот не знаю насчет Judgment, я не уверен. Наверное, я четвертую пройду. Чисто по номерным хочу пройтись. Все-таки номерные они есть номерные, а Judgment это у нас приквел к трилогии вот к этой. Не знаю, я подумаю еще. Игр до хрена, которые хотелось бы еще пройти. Не все же время в Gears играть. Кстати, странно, что сама по себе вот вся линейка Gears of War в России как-то не очень популярна. Она больше в США популярна. Там я знаю, что прям... Я знаю, про нее фильм один есть снят. Не ошибаюсь в этой части. Ну, тут компания только и все. Остальное тут какие-то противостояния, тут Орда. Совместное отражение. Ну, вообще, в целом, вся линейка Гирзы, она сделана на кооперативную составляющую. Онлайн играть. Поэтому тут и сюжетки короткие. Она все-таки с большим уклоном, ну, примерно процентов 60. Она сделана 60 или 70%. Она сделана на уклон на онлайн. Типа толпа на толпу месится. Вот. В каких-нибудь небольших локациях и так далее. А сюжет тут так, знаешь, просто для галочки, по сути. Поэтому он короткий, всего в каждых частях везде по 5 глав, всего 5 актов. Ну, проходится буквально, что это получается, третий стрим. 5-7 часов каждая часть, примерно так. Хотя, в принципе, так задуматься тоже, то же самое, не знаю, Uncharted, к примеру. Он тоже не очень-то длинный, допустим.
тоже 10-12 часов. Я не знаю, в принципе, если бы компания была бы дольше за ней, ну а зачем просто? Зачем еще дольше? Она бы задолбала, честно. Потому что, ну, в принципе, ты делаешь, по сути, одно и то же. Ты бежишь к одному укрытию, стреляешь в толпу. Бежишь к другому укрытию, стреляешь в толпу. Видимо, они не стали, знаешь, перегибать палку, как бы. Вот здесь вот, допустим, в третьей части, вот вам на мехе покататься чуть-чуть, вот вам конец истории, как бы, вот тебе там за пушками там туда-сюда, вот как бы пострелять с этих, с катапульт, как бы, и все. То есть, чик, закончили. Не будем пыжить, вот играйте в онлайн, все. Но лучше другую часть запилим, четвертую там, пятую часть запилим. Но я думаю, то, что в принципе больше-то и не надо. Если бы она была бы вместо 7 часов на 15, она бы, ну, уже поддостала бы просто. В онлайн все-таки, когда ты онлайн играешь, это уже немножко другое. Это уже немножко кооператив, вы там вы болтаете и все такое, развлекаетесь по сути. А когда ты один играешь, проходишь кампанию, это немножко другое. Поэтому кампания тут ровно настолько, во всех 3 частях, кампания сделана ровно настолько долго, чтобы она не задолбала. Так что я думаю, это вполне хорошее решение. Вот как-то так. У нас сегодня что получается? 6 число. В принципе, время еще есть. Я думаю, что завтра или послезавтра я уже буду 4-ю часть запускать. На данный момент, в 22-м году, вообще проблематично эту часть найти, потому что она продается только в Microsoft Store. А сейчас у нас же санкции и все такое, это тоже не просто сделать, поэтому я ее покупал через Plati.ru и так далее. Мне там прислали код. Код я этот ввел в Microsoft Store, и потом только мне разрешили скачать эту игру. Что странно, она весит 130 гигабайт вообще. Почему так много, я не знаю. Причем 5-я часть, по-моему, весит что-то гигабайт, по-моему, ну максимум 50. Это весит 130. Куда? Что там такого на 130 гигабайт? Я вообще не представления не имею, но поэтому хочется посмотреть, что же там они все-таки такого интересного позапихали. Вот. Так что в будущем, в ближайшем, будем и 4-ю часть тоже проходить, благо они короткие. Вот. А это на сегодня все. Спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, ну, подписывайтесь, лайк, коммент, все знают. Поэтому жду на дальнейших стримах. Все, давайте. Всем удачи и пока. Счастливо.